Я благословляю Бога, который все знает, все видит. Я очень благодарна Богу за сегодняшнее откровение. Ну, мы ищем ответы на вопросы, чтобы определиться, кому верить. И что вы думаете? Я сегодня рассуждала о великом гончаре. И вдруг нахожу такое откровение о известной даме, которая якобы должна, то есть не должна, а оскорблена притворством. Но это не она оскорблена притворством. Ее обвиняли в притворстве и обвиняют до сих пор. Недавно у меня был курс лекций на тему Юлии Тимошенко на заводе. Один раз и второй раз. Я объясняла, что же вы ищете? Вы же видите, как Путин уничтожает оппозицию. Неужели вы не понимаете, что происходило в Украине? Янукович уничтожал оппозицию. А люди больше всего были, как это сказать, объясните мне, у них просветление в мозгах, в кавычках, пришло от того, что Тимошенко после тюрьмы выехала на коляске и с каблуками. Да? Больше всего у людей вызвала ненависть Юля после тюрьмы, которая была на коляске и с каблуками. Ну никак не помещалась в голове вот это вот, как это сказать. В общем, люди не понимают, как может человек-инвалид, так, сидеть в каблуках. Она должна была быть в тапочках. Вот если бы она была в тапочках, вся Украина проголосовала бы за Тимошенко. Представляете, люди? Я хорошо помню тот момент, когда я же была за Юлию Владимировну. И получается, мой брат меня поздравлял, Юля вышла на свободу, мы достигли победы. Но буквально через короткий период времени он уже над ней издевался. Почему? Потому что пропаганда Порошенко, а может и Путина тоже, работала на полную катушку. Потому что правда – это всегда враг зла. Правда угнетает грех, правда угнетает ложь. И они начинают еще больше сочинять неправду. И поэтому, когда вдруг я читаю откровение о знатной даме, оскорбленной, чем, как там было сказано, притворством. То есть, но смысл в том, что вот притворство, да, обвиняла Украина Тимошенко в притворстве. Она села на коляску, чтобы мы ее пожалели. Я хотела доказать, люди, вы что? Она была 2 года без солнца, ее травили, ее... я просто не успевала людям что-то сказать, потому что нет, категорически, это, знаете, такая, все, она же скоро встала, ничего нету, у нее не было никакой болезни. Почему она к нам приехала на коляске? Вместо того, чтобы сказать, Боже, спасибо, ты поднял достойного человека. Тот, который был символом оппозиции. Как же так? Она была здорова полностью, но она села на коляску. Я уверена, что все, кто так ее обвиняли, сами способны на такое лукавство. Потому что это закон.
то, что есть в человеке, он обвиняет в этом других. То есть именно лукавые люди обвиняли Тимошенко в притворстве. Но самое страшное, что мы из-за этого и страдаем. Именно из-за этого мы все страдаем. Понимаете? Потому что пророчество Нострадамуса звучит так: «Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерти кровь праведника, взятого и осужденного без преступлений, и знатной дамы, оскорбленной притворством». Немножечко неправильная формулировка. Хотя да, нет, правильно формулировка, все правильно. Юлия Владимировна оскорблена была этой ложью, этой грязной пропагандой, когда каждый, я не знаю, как назвать этот тип людей, ну, чтобы зацепить Тимошенко или обвинить ее, он обязательно вспоминал коляску и каблуки и обвинял Тимошенко в притворстве. И представляете, об этой знатной даме и об этом оскорбленном притворстве говорит пророк Нострадамус. Вот человеческая глупость, потому что каблуки, оказывается, врачи говорят, что женщина, которая привыкла к каблукам, если она будет одевать маленький каблук, у нее начнутся проблемы с суставами. У нее развиваться могут какие-то серьезные заболевания ног, если она перейдет с каблуков, к которым она привыкла, на низкий, на платформу, допустим, небольшой другой. Понимаете? В этом-то правда, что на самом деле она не притворялась, а она иначе себя лучше не чувствовала. Она привыкла ходить на каблуках. Она, женщина невысокая, привыкла носить высокий каблук. То есть я просто говорю, что мы все туповатые своей ненавистью. Понимаете? Именно ненависть делает нас тупыми. Кайтесь, заблудшие овечки.